Здравствуйте, друзья! Завершился последний предолимпийский турнир – чемпионат Европы. И на нем, подобно хорошему фильму, самое интересное и захватывающее произошло в самом конце. Российские фигуристки-одиночницы заняли весь пьедестал почета. Однако после короткой программы все выглядело не так оптимистично, ведь и Александру Трусову, и Анну Щербакову обошла бельгийка Луна Хендрикс. И что самое удивительное, уже после первого дня соревнований в российской прессе, как грибы после дождя, повылазили специалисты с критическими высказываниями и предложениями отдать третью олимпийскую путевку Елизавете Туктамышевой. Но Анна собралась и продемонстрировала прекрасную произвольную программу. И вот уже вчерашние критики начали менять свое мнение, как ни в чем не бывало. Ну а самые интересные высказывания о наших фигуристках мы собрали в нашем видео. Беттина Попова, бывшая фигуристка и подруга Елизаветы Туктамышевой, перед чемпионатом Европы заявила, что очень хотела бы, чтобы Луна Хендрикс заняла третье место, а Анна Щербакова четвертое. Сейчас же Беттина несколько поменяла свое мнение, рассказав, что очень рад за всех трех российских фигуристок, а также отдельно отметила Анну Щербакову. Восхищение Ани и ее способностью собираться в нужные моменты. Но это хорошо перед Олимпиадой – совершить ошибки и понять свои слабые места – ведь еще есть время все доработать, рассказала Попова в интервью ТАСС. Тренер Александр Жулин, который был куда более последователен в своих высказываниях и всегда поддерживал наших фигуристок, заявил, что у всех россиянок запредельно сложные программы. Александр отдельно выделил Анну Щербакову. По его словам, фигуристка показала всем, кем она является на самом деле. Щербакова показала, кто она есть на самом деле, ответила всем хейтерам. Сегодня мы все видели чистейший прокат с четверным флипом. Не удивлюсь, если на Олимпиаде Аня будет прыгать 2-3 четверных, рассказал Жулин в интервью чемпионату. Илья Авербух после короткой программы на чемпионате Европы сначала поддержал Анну Щербакову, рассказав, что на фигуристку оказывается большое давление. А затем, как будто противоречия сам себе, заявил, что в случае неудачи россиянки в произвольной программе, возможно, стоит поднять вопрос о замене Щербаковой на Туктамышеву на Олимпийских играх. Сейчас же Илья уже не вспоминал своего предложения, а Авербух рассказал, что теперь все стало на свои места, заявив, что разговоры о том, что кто-то может конкурировать с нашими фигуристками, были смешные, и отдельно выделил Анну Щербакову. Ей было сложнее кататься, и пресса на нее давила, и неудачное выступление в короткой. Однозначно ответила на все вопросы, касающиеся ее поездки на Олимпийские игры. Она абсолютно ее заслуживает, рассказал Авербух в интервью «Спорт-Экспресс». Ринат Лайшев, президент Самбо-70, как обычно, удивил своими высказываниями. В этот раз в сторону Александры Трусовой, которая занимается в отделении «Хрустальной», его академии. Ринат заявил, что нельзя 2 раза упасть за прокат, отметив, что раньше фигуристку бы за такое списали. А сейчас можно 2 раза упасть, оказывается, и быть с медалью, рассказал Лайшев в интервью Матч ТВ. Елена Войцеховская, которая одна из первых после короткой программы на чемпионате Европы бросилась критиковать Анну Щербакову, назвав ее почти выработавшей свой ресурс, и заявив, что в фигуристке нет ничего особенного, а успехи фигуристки, вероятно, основаны на работе с судьями и пиаре, внезапно поменяла тон своих высказываний. Елена предложила закрыть, наконец, тему Туктамышевой, а также добавила: оставить за Лизой пачку эпитетов – уникальная, легендарная, невероятная, кто именно, императрица или стюардесса, выбирайте сами, и оставить за ней право кататься следующие 4 года, если поднимут возраст. Но на Олимпийских играх 22 Лизе делать нечего, увы, написала Войцеховская в своем телеграм-канале. Елизавета Туктамышева, которая не давала никаких комментариев после чемпионата России, у себя в инстаграме выложила фотографию с награждения девушек на европейском первенстве и подписала: «Поздравляю, девочки, вы все прекрасны», написала Туктамышева в своем инстаграме. Ну а в целом комплиментарных высказываний в адрес наших фигуристок очень много. Например, Алексей Ягудин заявил, что те, кто критиковали конкретных фигуристок после короткой программы и называли их списанными со счетов, получили, и посоветовал им заниматься своими делами и не лезть в фигурное катание. Примерно в том же стиле высказался хореограф «Хрустального» Железняков, заявив, что Анна достойна Олимпиады. Однако в его послании на странице Железо-81 в инстаграме оказалось слишком много непечатных слов в сторону критиков Щербаковой, поэтому мы не можем их здесь озвучить.